папа там. Как Марат сказал, Богодухов плачет за полей. Дождь идет всю ночь. Да, света нет. Света нет. Возвращаемся в первобытные времена. Все, буду регистрироваться на Киев. Так, ну что, я уже в Харьковском аэропорту. Прошла успешную регистрацию, жду при самолете. Ну, расскажу, какой у меня вообще путь. Вот я ехала на машине с Богодухова в Харьков. Потом сейчас буду с Харькова на Киев лететь. Ждать там 5 часов. Потом с Киева на Амстердам. Ждать там. И с Амстердама лечу в Сеул. Там уже прохожу вот эти все там проверки и так далее. И какими-то путями, то ли на такси, то ли на автобусе, не знаю, как там будет, буду уже ехать с Сеула в Тэджон. Что путь нелегкий. Вот сейчас 6 утра выехала, я проснулась в 4 утра, выехала где-то в 4:30, а приеду я, получается, ну, грубо говоря, мне в дороге больше суток. Надо находиться. Лечу я сейчас на Windrose, а дальше буду уже на KLM лететь. На самом деле я хотела лететь все через Turkish Airlines, то есть через Харьков, Стамбул, Стамбул, Сеул. Но так как Turkish Airlines отменила свои полеты из Харькова до августа, как минимум, хотя я собиралась уже покупать, а тут они отменяют, так что приходится лететь вот такие вот путями, потому что по-другому у меня мои билеты не будут состыковываться, то есть я не буду где-то не успевать, либо будет очень маленькое время для пересадки, волноваться не хочу, и лучше посижу себе спокойно, и будет все нормально. Так что вот такие вот дела, масочный режим, провожающих в аэропорт не пускают, ну, людей мало и спокойно. Ну что, я уже в Киеве прошла таможенный контроль, все уже сдалась. Самое интересное, что когда я сдавала свой багаж в Харькове на Киев, мне показало 21 килограмм. Но когда я сдавала вот сейчас с Киева на Амстердам, и дальше потом с Амстердама на Сеул, сейчас то, что я в Киеве свешивала, то почему-то мне навешали 23,4. Очень интересные у них весы. Также у меня с ручной кладью, там было 5 килограмм, здесь 7. В общем, здесь обычно же мы берем как ручную кладь с собой, а тут попросили, говорит, если хотите, можете сдать ручную кладь. То есть я свой, где он, портфельчик оставила, а ручную кладь вместе с багажом сдала, и все. Что еще? К этому еще мне дали, сказали, вот такую вот бумажечку заполнить. Ну, здесь надо написать, есть ли у меня какие-то симптомы, была диагностирована с пневмонией или с коронавирусом, или я подозреваюсь так, если у меня это. Ну, и вся информация обо мне. Такое вот. И вот если в ходе на Борисполь было довольно-таки, ну, немало и немного людей, то сейчас, когда я уже прошла таможенный контроль, сдала, все вот это вот все сдала, то здесь всем мало магазинов открыто, в принципе, и людей довольно-таки мало. Сейчас я попробую прогуляться, показать. Ну вот вам и Бориспольский аэропорт. Это гейт 1D, там 3, 2. Вот, смотрите, людей вообще почти нет. То есть вот здесь, например, моя посадка на мой рейс, никого нет. Ну и рейсов тоже мало. Вот, смотрите, ну,
Там дальше еще кто-то идет, но там людей тоже очень мало. Рейсов примерно, вот если обычно же я приезжала, вот если даже заранее, то мой рейс, если бы я приехала в 9 утра, вот как я приехала, а потом у меня бы рейс был на 2, то он был там в конце таблицы, где вот отправление. Вот сейчас там был почти что в самом верху. А ну вот я и покажу. Вот это. То есть рейсов не очень-то и много. Вот там мой на Амстердам на 14:00. То есть людей вообще нет. А у нас вот, видите, уже зовут все, уже запускают на посадку. 3 рейса объединили в один, поэтому людей довольно-таки много. Думаю, будет самолет полный. Только возле окна и проходят. Вливаются и напиваются, да. Игорь на рыбалку, на бабку. Водичка. Я уже прилетела в Амстердам, иду на трансфер. В связи с коронавирусом меры безопасности усилили. Много предупреждающих знаков о соблюдении дистанции, и работники находятся за защитным стеклом. А сейчас посмотрим, как обстоят дела в Амстердаме. Ну, людей побольше, чем в Киеве, это 100%. Так, вот если он, конечно, аэропорт побольше, это только маленькая часть, что я показываю. Но уже здесь видно, что людей намного больше. Я прилетела в Амстердам, поменяла маску уже с белой на вот такую, она более прилегающая. Тоже скорее ее привезла. Но пока буду говорить, сейчас, наверное, сниму, чтобы меня хоть было нормально слышно. В общем, что меня, пока я тут немного прогулялась, удивило, это то, что, в принципе, европейцы вообще не парятся по поводу коронавируса, масок и так далее. Очень, как бы продавцы особо не в масках. Даже на борту в Украине девочки, бортпроводницы, надевали перчаточки, а здесь как-то особо никто не надевал, и как-то они более так привычно, как будто это ничего не поменялось. В самом аэропорту, что меня удивило, это как теперь проходит таможенный контроль. То есть теперь те люди, которые контролируют, как ты кладешь свой багаж, то есть ручную кладь, я имею в виду, как ты ее там разбираешь, они все находятся за стеклом таким. И к этому же они обычно просят все доставать. Меня в Украине даже попросили разбуться, всех точнее просили разбываться, все вынимать из сумок. Здесь сказали, ничего не надо не вынимать, ничего вообще, просто сними только вот это и все, потому что я о нем забыла. Но все проходят через такой сканер. Здесь в Амстердаме все проходят через сканер. Вот смотрю, не все ходят в масках. Даже те, кто в масках, чаще всего просто приспускают и все. Некоторые просто шарфиком обматываются и все. То есть как-то здесь, вот я смотрю, работница вот сейчас даже идет в аэропорта. Может, увидите, сейчас она будет идти? Нет, не увидите. В общем, работники аэропорта также ходят без масок, что меня удивило. Даже те, кто там вот как стоят, подсказывают, куда идти, если ты не поймешь и так далее. Вот также не все без масок. Но самые прилежные люди, которые выполняют все условия карантина, даже иногда и перчатки надевают, это азиаты. Attentie alstublieft. U wordt verzocht zich op de aangegeven tijd bij uw gate te melden. Raadpleeg de status van uw vlucht op de informatieschermen op schiphol.nl. Перед вылетом всех пассажиров моего рейса
собрали в палатке и дали заполнить бланк на наличие симптомов коронавируса и измерили температуру. Ну что, здесь у нас тоже садик через один. Я уже села, вот это самолет в Корею. Здесь еще пока никого нет, но очень много людей еще грузится. Но я надеюсь, что я вот так одна буду сидеть, и чтобы я лежала одна, как королева, вот здесь сидела. Но я в этом сомневаюсь. Ну, вдруг. Посмотрим. Закрывают вот всем чемоданы, походу буду одна. Прям бизнес-класс. Вроде бы возле меня никто не сидит, так я и остаюсь, но тут все, по-моему, их так... Да, все по одному сидят, так что вообще отлично. Я сейчас взяла салфеточку, буду сейчас все это протирать. Но я думаю, тут я смотрю, вроде бы даже протерли. После взлета нам дали ужин. Обычно до этого можно было выбрать из двух предложенных меню одно, но теперь выбора не было. Поэтому я получила муссовый десерт, макароны, которые были немного острые, и на удивление к макаронам еще и холодный салат с макаронами, который я не стала есть. Еще одна новинка – это то, что после ужина нам выдали целый пакет со снеками. Раньше такого не было, по крайней мере, ни разу не встречала. Это, скорее всего, сделано для минимализации контакта бортпроводниц с пассажирами. В этом пакете была куча всего, и разные апельсинки, и напитки, кока-кола, крекеры, печенье, мюсли, батончик, то есть много всего разного. Кстати, это же было и завтраком. Я сначала не поняла, я ждала завтрак, когда проснулась, но его не было. И я поняла, что, скорее всего, это был и завтрак. И, наконец-то, я впервые в жизни смогла поспать на борту самолета, когда был такой длинный перелет, потому что обычно это мне дается, очень-очень сложно. Я не знаю, я сплю там 1-2 часа. А это впервые вот так я смогла поспать. Кстати, маски запрещается снимать, и бортпроводницы всегда подходили и делали замечания тем, кто их снимал. После того, как мы приземлились, все пассажиры должны были пройти проверку их состояния здоровья. Еще в самолете нам раздали специальные бланки, там их было несколько, где нам было надо заполнить свою информацию о своем состоянии здоровья, свою личную информацию, откуда мы приехали, почему приезжаем в Корею, где были последние 14 дней и точный адрес, где мы собираемся проживать в Корее. Так вот, когда мы именно приземлились уже, то надо было пройти несколько этапов проверки. Первый этап был, когда нам измеряли температуру и смотрели наше общее состояние здоровья, просто был такой себе как опрос. Я видела, там сбоку еще были такие специальные, где уже проверяли, там кровь можно было сдать, что-то такое. Но чтобы кто-то туда заходил, я не видела. Это видно, если у кого-то повышенная температура, либо же он отметил, что у него какие-то есть симптомы. Второе. Нужно было установить специальное приложение, которое отслеживает, где находится человек, и также, где надо ежедневно отмечать свои симптомы. После этого надо было пройти к работнику, который проверит соответствие информации, которую я заполнила в этом приложении, и моей реальной информации. Также он рассказывал, как пользоваться этим приложением, когда надо что вводить, и отвечал на вопрос, если у кого-то какие-то были. Третье. Это еще заполнение документов. В общем, давали еще такую пачку документов, которые там надо было также заполнить, где я проживаю, всякое такое. И прохождение таможенного контроля. Так как у меня брачная виза, это все я проходила довольно-таки быстро и без всяких проблем. Но я видела у других
иностранцев возникали некоторые проблемы. Я их видела, как кого-то даже на таможенном контроле выводили куда-то. То есть у них был такой допрос с пристрастием, я бы сказала. Так как я уже сказала, что у меня брачная виза, то я буду проходить свой 14-дневный карантин дома, а те иностранцы, у которых рабочая виза, либо еще какая-то, в основном проходят карантин в специальном учреждении, в зависимости от того, есть ли у них симптомы или нет. Так вот, вернемся. После таможенного контроля можно уже приходить и забирать свои чемоданы. Удачно прошла и жду свой багаж. Вообще меня без проблем везде пропустили, как будто я уже кореянка, честное слово, они вообще не парились насчет вот этого. Брала я свой багаж, но что значит сдавать ручную кладь? Вот вам и результат. После того, как забрали чемоданы, уже выходишь из зоны, там, где в общую зону, там сразу же встречают люди в специальной униформе, вот это все, вот это вот беленькое, то есть вот эти вот, как в фильмах, можно так сказать. Везде они встречают, и тогда спрашивают, куда мне ехать, на чем я буду добираться. Я сказала, что я буду добираться на автобусе, поэтому меня спросили, куда, я сказала, в Тэджон. Меня отвели в специальную группку, то есть еще на такой, как маленький зал ожидания. Там мы подождали, когда собралось определенное количество людей, и нас отвели в другой зал ожидания. Там мы ожидали уже автобус, который нас отвезет с аэропорта на железнодорожную станцию. Там мы подождали. После этого нас организованно всех повезли на железнодорожную станцию. Нигде мы не соприкасались, не встречались с людьми, которые были в городе, то есть те, которые не приезжие. Нас везде группками, либо полицейские, либо специальные люди везде нас водили, чтобы мы нигде не контактировали ни с кем. Там также, когда мы приехали в железнодорожный вокзал, специального входа, специальными ходами нас проводили. Мы в специальной кассе расплачивались за билеты, за билет, который, за автобус, который нас довез до железнодорожного вокзала, и за билет на поезд. Также там специальный работник спрашивал, как я буду добираться домой, будет ли меня кто-то встречать, либо же мне надо организовать какой-то трансфер. И после этого также нас организованной группой подвели к поезду. Кстати, в Корее специально в каждом поезде, по-моему, 15 или 16, либо 17 и 18, вот какой-то из этих там 2 вагонов, это специально для приезжих, то есть там обычным людям туда заходить нельзя. И вот нас полицейские специально так окружали, там было 2 полицейских, нас было человек 10. И когда какой-то человек подходил, то есть он от незнания, просто к платформе, к нашей, он сразу его отводили, чтобы говорили, вот здесь вот приезжие, вот не надо. После этого я зашла в поезд, доехала, выхожу, и уже прямо на станции мне встречают 2 женщины, вот в этом опять все обмундировании, так бы сказать, в этих всех халатах, и обрызгали меня всю, то есть дали мне руки помыть и так далее, отвели меня то есть на улицу вывели, специальную палаточку. Там уже меня встречал папа Сэма. Мы с ним не контактировали, он там находился на всякий случай. И он попросил, чтобы мне был специальный трансфер домой. Это все бесплатно организовывает само государство. То есть я ему сказала привет, как здравствуйте. И на этом он уехал на машине домой, а я ехала на специальном автобусе. Кстати, весь автобус, и я одна. И мы так доехали до дома, меня высадили. Там же он проследил, как я захожу домой, и мы попрощались. То есть, что сказать? Я теперь понимаю, почему в Корее такое небольшое количество заболевших, и почему вот все так восхищаются Кореей, как она преодолевает ситуацию с коронавирусом. Потому что это настолько система работает, что я просто, не знаю, я очень сильно удивлена и поражена. Самое что интересное, я живу в городе Тэджон, который примерно как Харьков в Украине, это где-то 1,5 миллиона человек. В Харькове сейчас, не буду говорить, сколько заболевших, но
я думаю, больше 1000, наверное, больше даже 2, не буду говорить точно. Когда я сюда приезжала, папа Сэма отговаривал меня, чтобы не приезжала, так как здесь же целых 150 заболевших. Представляете, город 1,5 миллиона, 150 заболевших за это все время. Ну, здесь я просто поражена, насколько все отработано, мы нигде ни с кем не контактируем, все люди в костюмах, все вообще, я не знаю, у меня просто нет слов, насколько все отлажено, и даже для иностранцев все понятно. Хотя, единственный минус в этом всем, это то, что в основном корейцы не особо владеют английским языком, и я могла только спросить все интересующие вопросы в аэропорту. Вот когда я там проходила вот эти 4 этапа проверки, и сколько их там было, этих этапов. А дальше, вот я сейчас нахожусь на карантине, все звонки и так далее, все это происходит на корейском, то есть нужно хотя бы минимум какое-то знание корейского. Но, если честно, если бы у меня его не было, я думаю, и с этим как-то корейцы бы справились, был бы какой-то переводчик, либо кто-то мне 100% помогал. То есть система налажена, ну, на высшем уровне. Действительно, в этой стране не страшно жить и не страшно вообще, не страшно находиться. Так что я нахожусь в шоке, в приятном шоке, и уже в следующих видео я расскажу, как прошла моя самоизоляция. Ну а пока что это у меня какой день? Я приехала в четверг, пятница, суббота, понедельник, вторник, 5-й или 6-й день моей самоизоляции. Пока что все идет гладко, но об этом уже в следующих видео. Наконец-то я дома, ура, 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 ура. Все, захожу. Вот домой, видите, как все цивилизованно. Они все вот закрыли этими пластиком, здесь вот моющий для рук, дезинфекция. Ну что, цивилизованная страна. Красота. Ура! Боже мой, как я мечтала сделать вот так. Все, приехала. Не, но это было сложно, ничего не сказать. Это было долго и довольно-таки сложно. Вот тут Сэмчик вот купил мне подтягиваться. О, какие эти, как и называют, гантельки. Что тут у нас? О, и вот мне еще огромное во весь рост зеркало, чтобы я на себя красивую смотрела. Фух.